Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и наконец-таки пришла пора создавать обзоры не только на пайки, но и наборы выживания. Вот эта коробочка небольшая, сравнительно по размеру, приехала мне прямиком из Америки. На ней написано Survival Kit MK1 и нарисован вот такой интересный череп с цветочками. Зачем? Почему? Вы не представляете, сколько всяческой либерды можно было засунуть вот в эту маленькую коробчонку. А самое интересное, мы сейчас вам не просто это покажем и расскажем, но еще и проверим практически в боевых реальных условиях. Погнали! Ребят, вы только посмотрите, что они сюда положили. Паракорд 1,5 метра, вместе с ним кабельные стяжки, компас, который, к слову, кое-как работает, швейный набор с нитками, иголками и пуговицами, очень интересное и надежное огниво, которое является еще и свистком, небольшая и легкая пила, проволока, фольга, карандаш и листок бумаги, пластырь, алкогольные салфетки, бумажный стаканчик, таблетки для обеззараживания воды, набор для рыбалки вместе с блесной, микролампочка, презерватив, вазелин, тампон, скрепы, вот это главное, булавки, микроскопический химсвет, толку от него совсем нет, армированный скотч, соль, сахар, жвачка, бульонные кубики маги, резина и еще один непонятный ингредиент. Фу, у меня в голове не укладывается, как все это добро могло поместиться в эту маленькую коробку, которая влезет в любой карман. В этом видео мы постараемся найти применение каждому предмету в реальных условиях, а не как это демонстрирует большинство блогеров на подоконнике. Друзья, ну а перед тем, как продолжить, у меня для вас реально крутые новости. Ведь всем нам так давно полюбившаяся мобилка Raid Shadow of Legends вышла на совершенно новый уровень. Пошаговая коллекционная РПГ в мире темного фэнтези с сумасшедшей графикой, развитием чемпионов, прокачками, фармом шмота и дейликов захлестнула в свои темные объятия уже более 25 миллионов людей. Ежедневно в мире рейда сражаются более 1 миллиона игроков, и это просто невероятно. Сообщество растет не по дням, а по часам, как сказал бы классик. Гайды, стратегии, клановые боссы, PvP и PvE составляющие — все это захватывает и погружает в невероятную атмосферу. К слову, если вы не знаете, с чего начать, как развиваться в этой игре, то любую дополнительную информацию можете найти на форуме игры. Но и это еще не все. Отзывчивая комьюнити сможет ответить на любые ваши вопросы в Discord сообществе. Там уже более 87 тысяч игроков с более чем 16 каналами на различных языках. Да это уже и не игра, а целая империя, и присоединиться к ней можно прямо сейчас. Переходи по моей ссылочке в описании, регистрируйся, качай рейд и получай приятные бонусы. 100 тысяч серебра, запас энергии, 50 рубинов и крутого чемпиона-палача в качестве бонуса. Спеши, награды раздают только следующие 30 дней. И кстати, я играю не только на планшете, но еще и на ПК. Ну а мы продолжаем. Сейчас в разгаре лета, жизнь в лесу буквально бурлит. Свежий, приятный воздух, запах древесины, и при этом совсем не жарко, потому что лес, в отличие от закованных асфальтом городов, дышит. Самое главное в любом походе, да и вообще в жизни, это добыча огня. Огонь — это бесплатная энергия. Сама природа дарит нам возможность и согреться, и приготовить пищу, и много чего еще. Первое, что я решил опробовать, это пилу. Давайте попробуем спилить несколько веток для костра. И, как вы видите, у меня это не очень-то получается. Она постоянно застревает, и пилить ей нельзя. Можно ее модифицировать. Для этого нам нужна небольшая свежая веточка, идеально подходит кустарник, и за считанные секунды бесполезная карманная пила превращается в лучковую. Ветка дает равномерное натяжение, и с помощью уже такого инструмента пилить гораздо удобнее. Ну, как сказать удобнее? Время и нервы вы себе убьете. Не слушайте тех людей, которые заявляют, что эта пила вас где-то там спасет в трудную минуту. Скорее, она угробит вам и руки, и вы потеряете кучу времени. Поскольку набор выживания у нас необычный, то и костер тоже будет нестандартный. Давайте попробуем расколоть полученное потом и кровью поленце на 4 части. На самом деле, без топора это сделать тоже очень просто. Для этого необходимо подготовить один или несколько клиньев, в зависимости от размера вашего полена. Той же пилой наметим направляющие. Глубоко пилить не обязательно, у меня получилось вот так. Далее обязательно нужно поставить полено на что-то твердое
и без особого фанатизма пробуем забивать клин. Костер у нас будет рассчитан на разогрев пищи в консервных банках. Называется он финская свеча и по сути представляет из себя долгогорящий аналог конфорки. Сейчас я вырезаю сердцевину из частей полена. Должно получиться примерно вот так. Осталось все скрепить вместе. Тут-то нам и понадобится проволока из набора. Смысл в том, чтобы поджечь полено изнутри. Для этого можно накидать внутрь рожек щепки, тоненькие веточки, но лучше всего бересту. Фишка в том, что она практически никогда не бывает сырой из-за своей структуры. Напомню, что ни спичек, ни зажигалок у меня с собой нет, но зато есть тампон и огниво. Отрываем кусочек от тампона, немного увеличиваем его в объеме и поджигаем. В итоге получилось все с первого раза, он горит гораздо лучше, чем любая вата, и теперь я всегда буду брать с собой тампоны в лес. Кстати, насчет тушенки. Именно эту я много где показывал и даже хвалил, но в процессе постоянного употребления я бы не сказал, что это лучшая тушенка. Все-таки местами она пересоленая, маловато жира, много воды, мясо зачастую переварено и оно разваливается на волокна прямо у вас на ложке. По вкусу, особенно после лучковой пилы, конечно, заходит на ура, но есть куда стремиться. Другое дело бульон из набора выживания. Нет, не выживете, этот бульон вас не спасет, он только разыграет в вас аппетит. Вместо посуды можно использовать коробку от набора, благо она водонепроницаема. Двигаемся дальше. Впереди находилось небольшое озеро, а это значит, пришло время теста набора для рыбалки. Находится он вот в таком пакетике, и давайте сходу опробуем блесну. Можно обойтись без спиннинга и даже без какой-либо палки. Понадобится только любая консервная банка, закрепляем скотчем леску и накручиваем ее как на катушку. Осталось приноровиться и научиться кидать некидаемое. Вот оно, импортозамещение. Я проклял все и сбился со счета, сколько я безуспешно закидывал всю эту хрень в надежде поймать хотя бы маленькую рыбку. Но в итоге какой-то российский окунь попался на мой крючок. Ему показал, что западная блесна нечто вкусное. Как же он ошибался. Чтобы тест был полноценным, попробуем и вторую приманку. Для этого уже нам понадобится палка а-ля удочка, и чтобы леска держалась надежно и крепко, необходимо сделать для нее углубление. Пару привычных движений и готово. Посмотрим, на что способен искусственный американский опарыш. Все мы прекрасно знаем, что самый хороший клев под дождем. Но тут ничего не поделать, придется терпеть, тем более нам не привыкать. Блин, глаза ничего не видят, щипит, сука, пот, то, что вот этот жир с пота вытекал в глаз. Все это наружу, и все это в глаза лезет. Поплавка-то у нас нет, поэтому действуем примерно так же, как с блесной. Закидываем и потихоньку вытягиваем. После многократных повторений я уже перестал чувствовать руки, но зато мне опять улыбнулась удача. Приступаем к приготовлению ужина. Поскольку рыбка у нас небольшая, то ковырять ее моим тупым основным ножом не лучшая затея. Но зато в наборе есть вот это, настоящий медицинский скальпель. Но опять же, он требует доработки. Вытачиваем небольшую палочку, которую нам будет удобно держать в руках, и с помощью ножа создаем место, куда вставим скальпель. Закрепить лезвие можно стяжками. Получился полноценный полевой инструмент. Самое простое и удобное — это рыба в фольге. Раскладываем разделанную и промытую рыбку и начинаем солить.
Соли в коробке было всего 2 упаковки по 1 грамму, поэтому я использовал все. Затем закрываем фольгу как конвертик и разжигаем костер. За это время рыба пропитается солью. Любой костер желательно формировать из лиственных пород деревьев, например, березы. В отличие от хвойных, в ней нет огромного количества смолы, которое может повлиять на вкус. И самое главное, после горения остаются угли, а большинство хвойных пород сгорает просто в золу. Вся прелесть фольги в том, что у нее огромная теплопроводность. В ней пища готовится быстро и равномерно. И она даже не жарится, а парится в собственном соку, и поэтому не нужно бояться, что блюдо сгорит. Буквально через 5-7 минут все готово. Для того, чтобы рыбка была не такая вареная и отдавала дымком, ее можно еще подержать на углях уже в открытом виде. В итоге получился вот такой долгожданный ужин. Но до заката еще далеко, и нужно двигаться дальше. После дождя воздух в лесу особо чистый и насыщенный. Если зимой с добычей воды нет никаких проблем, то летом ее крайне не хватает. Много вы с собой не унесете, поэтому давайте попробуем добыть чистую воду для питья. Для этого нужно найти место, желательно с проточной водой. У нас в комплекте есть бумажный стаканчик, и я честно надеялся, что он мне поможет утолить жажду. Но как же я заблуждался! Напишите в комментариях, почему у меня ничего не получилось и для чего эта штука вообще здесь нужна. Но у нас же есть еще и презерватив. Конечно, я его оставлял для других задач в лесу, но пить-то тоже хочется. Кстати, отличный опыт. Сложнее всего было наполнить его водой. Необходимо одним резким движением нагнать как можно больше воды внутрь, после чего кидаем таблетку для обеззараживания воды, и таким образом воду можно транспортировать. Пить из презерватива, конечно, можно разными способами, но не забывайте, воду надо экономить, и она нам еще сегодня понадобится. Двигаемся дальше. Все прекрасно знают, что самые некачественные штаны — это американские. Правда, эти сделаны вроде как даже у нас, но тем не менее, если вы думаете, что этот костюм качественный, заблуждаетесь. Порвать его как нефиг делать. Но в наборе есть все, чтобы заштопать шмот. Разноцветные нитки, игла и специальный нитка-вдеватель. Снимать штаны в лесу, который кишит разными кровососами, я бы не стал, поэтому все делаю на себе. Насчет пластыря. Конечно, серьезные кровотечения он не остановит, но с небольшими порезами и ссадинами он справится. Причем в наборе есть и спиртовая салфетка, которую можно применять вообще по-разному, начиная от дезинфекции рук и заканчивая там розжигом костра. Протираем салфеткой все вокруг ссадины и приклеиваем американский пластырь. И тут есть спорный момент. Одни считают, что если рана не кровоточит, ее можно ничем и не закрывать, потому что на свежем воздухе она быстрее типа затянется. Другие наоборот. При любой царапке начинают судорожно искать медикаменты типа грязь, микробы, заражение крови. Сахар. Важный ингредиент, потому что в нем содержится глюкоза, а глюкоза — это энергия. Просто так есть сахар такой себе. Мы же находимся все-таки в лесу, поэтому давайте сварганим лесной чай. Для этого нам понадобится молодая еловая хвоя и, если повезет, листья лесной малины. Собираем все добро в коробочку из-под набора для выживания и разводим костер. Для удобства можно использовать кладку типа колодец. Такой костер быстро разгорается, дает много тепла и нет необходимости искать, на какие бы угли положить нашу баночку. Все просто. После того, как он набрал хорошую температуру, его можно немного притушить, сдвинуть оставшиеся поленца вместе и на получившуюся ровную поверхность поставить тару.
Снять с костра тоже не проблема. Нужно добыть палочку в виде рогатки, остальное все зависит от рук. Добавляем порцию сахара и наслаждаемся. Честно говоря, до этого мне подобное пробовать не приходилось, но получилось интересно. По вкусу можно сравнить с приятным, насыщенным запахом хвойного леса. Карандаш и бумага. Ну, тут все просто и понятно. Делать для себя пометки, оставлять записки, рисовать, все что угодно. Самая полезная здесь вещь — это паракорд. Вот эта веревка универсал. Если она качественная, то выдержит больше 100 килограмм. Проверял лично сам. Вот оно. Резиночка. Что там делаешь? Я понятия не имею, как ее вообще можно использовать с пользой в лесу. Ну серьезно, это же обычная резинка. Как она может пригодиться-то? Микроскопическая лампочка тоже, знаете, под большим вопросом. Горит она красным цветом, и что ей можно осветить, непонятно. Ровно такая же ситуация с хис-светом. Вот еще меньше сделать не могли. Зачем они тут вообще? От них толку уже вообще никакого. Единственное, что в кромешной темноте можно теоретически сделать, это себя обозначить резкими движениями руки. И то это будет видно только для тех, кто уже подошел к вам почти в упор. А сейчас небольшой вердикт. Вообще, на самом деле, набор оказался интересным. Ему можно поставить огромный плюс только за то, что американцы как-то сумели запихнуть все, что мы сегодня применили, в эту маленькую коробочку. Если уж совсем серьезно, то этот набор не стоит расценивать как нечто полезное. В реальной ситуации с таким наборчиком будет крайне тяжело. И для этого существуют совершенно другие наборы. Какие? Обязательно узнаете в одном из следующих видео. Ребят, я надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте оценивать это видео, оставлять свои комментарии и делайте репосты в соцсетях. Для меня это правда очень и очень важно. На этом пока что все. Всем огромное спасибо за просмотры. Всем удачи, всем пока.